안녕하세요. 박TV 국제 커플 Даша, 남편 윤식입니다. Очень многие из вас просили рассказать нашу историю, как мы познакомились, мы поженились, я нашла своего корейца. На самом деле я его не искала, он как-то сам нашелся. Вот. Ну, я думаю, что мой муж начнет, а я продолжу. Мы постараемся рассказать вам интересно и так, чтобы это почувствовали. 저희는 중국에서 처음 만나게 되었어요. 저희 만난 과정을 말씀을 드려야 될 것 같아요. 저는 에버랜드 근처에 있는 호텔에서 일했고요. 에버랜드 퍼레이드 하는 외국인 중에 막심이라는 친구가 있는데 엄청 친하게 지냈어요. 친구가 이제 계약 만료가 되어서 중국을 가게 되었는데 어느 날 갑자기 형 보고 싶어 이러는 거예요. 저도 너무 보고 싶어서 그럼 나 갈까? 라고 이야기를 했더니 그 친구가 오라는 거예요. 저는 해외여행을 나가본 적이 한 번도 없거든요. 그날 전화 끊자마자 여권 사진을 찍으러 가고 여권을 바로 발행을 했어요. 그리고 이제 여권이 나오자마자 비행기를 타고 막심을 만나러 가게 되었죠. Я в это все время работала в Китае с его другом Максимом. Мы жили в одном доме через один этаж. Вот. И он неделю как-то рассказывал, что приезжает его друг кореец, приезжает его друг. Ну, как-то рассказывал и рассказывал. Я особо внимания этому не придавала. Вот. А потом в один прекрасный момент он мне звонит и говорит, что мы тут сидим дома, приехал мой друг, и мы пьем вино. Заходи к нам, поднимайся. Ну, так как мы жили в одном доме, я говорю, ну окей, я такая в пижаме, там, все как положено, с гулькой на голове. Ну, мы познакомились, как-то познакомились, начали общаться. И на следующий день Максим, его друг, не работал, и они вместе пришли ко мне на работу, сидели там, смотрели видео все, как мы выступаем, как мы работаем. Вот. Потом позвали меня покушать с ними. Вот. Ну, я уже тогда видела, что он как-то так чуть-чуть ко мне там улыбается. Там. Привет. Да. Привет. О, красиво. Вот. Мы покушали, и после того мы еще поехали один день, он оставался. На следующий день мы поехали гулять все, смотреть город. И все. И как бы потом он уехал. Улетел, забыл телефон в Корее и сказал, что ему все равно придется вернуться за телефоном. Но самое интересное было то, что он, когда прилетел в Корею, он написал: все, я прилетел, все ок, но не другу, а мне первой. И я прихожу такая на работу, говорю: Юнтик прилетел, написал, все классно. И этот Максим такой: а что-то он тебе написал? Я такая думаю, странно, что-то он ему не написал первому. Ну и как-то с этого дня так завязалось, что мы начали общаться каждый день, по полчаса. Мы не особо говорили на одном языке, потому что корейский я не знала вообще. Как бы русский Юнтик тоже не знал, английский такой ломаный, вот. И мы начали общаться, и мы поняли, что скучаем уже по чуть-чуть, но как бы никаких признаний в первое время не было. Да, первый раз в октябре он прилетел в Китай, а потом ко мне уже прилетел, получается, на Рождество. Он приехал, побыл неделю, друг очень удивился, что он уже прилетел не к нему, а ко мне. Когда он прилетел на неделю, нам казалось, это так мало времени, поэтому мы пытались насладиться каждым днем. Он уехал, он летел опять на 2 месяца в Корею, я была в Китае, и все. А потом вообще произошло такое интересное событие. Я когда-то давно была на кастинге в вот этот же парк Samsung Neverland. Но я как-то там на кастинге побыла, не пришла первый раз и забыла об этом вообще. Поехала на другой контракт, работала себе в Китае спокойно. И тут мне уже, когда мы познакомились, мне пишет менеджер, говорит:
вас приглашают на работу в этот парк в Корее, в Эверленд. Я уже забыла об этом, это было 1,5 года назад. Ну, потом я ему сразу ничего не говорила. Я должна была улетать с Китая в Украину, мы переживали, волновались, как это все будет. Все-таки между Кореей и Китаем там 2 часа лета, а между Кореей и Украиной все-таки там 10. Поэтому мы за это переживали, но я уже знала, что меня пригласили на работу, он еще не знал. И потом уже я когда немножко почувствовала уже, что как бы можно сказать это, он будет рад. И все, я ему сказала, что у меня есть работа, мне предложили в Корее в Эверленд работу. Он был в шоке. И я поехала в Украину, побыла здесь месяц, потом прилетела в Корею, и вот там вот 8 месяцев работала, мы тогда уже начали жить вместе. 다샤가 한국에 오게 됐어요. 다샤는 이제 엔터테인먼 소속으로 해서 온 거기 때문에 그쪽 회사 측에서 한국 사람들을 만나는 거를 별로 좋아하지를 않았어요. 그때 살짝 얼굴만 본 것 같아요. 얼굴만 보고 저녁에 잠깐 나와서 서로 이제 껴안고 보고 싶었다고 막 하고, 그리고 그날은 다시는 바로 이제 기숙사로 들어가고 다음 날부터 이제 같이 함께 생활을 했죠. 보여주고 싶은 곳이 너무나도 많은 거예요. 쉬는 날을 꼭 맞춰가지고 같이 항상 바다나 산 이런 곳을 많이 다녔던 것 같아요. 에버랜드에서 일을 하면서 많이 힘들어 하더라고요. 그 퍼레이드 하다 보면 여자들 같은 경우는 무거운 의상을 입고 할로윈 데이 같을 때는 이제 분장을 하는데 트러블이 너무 많이 생기는 거예요. 그거 보면서 많이 속상해가지고 이번 계약 기간까지만 하고 내년부터는 그냥 안 하는 걸로 하는 게 나을 것 같다라고 서로 얘기를 하고 이제 에버랜드에서 일을 안 하게 됐죠. После того, когда я закончила работать в Эверленде, мне, получается, нужно было приехать в Украину и побыть здесь 3 месяца в коридор. Ну, то есть вот эти визовые вопросы порешать. И я была здесь 3 месяца. Это были очень сложные 3 месяца, они тянулись просто вечность. Но мы сделали все документы, выждали это время, и я уехала опять снова. Я снова уехала в Корею, улетела. Уже к нему конкретно. Сложно, расстояние сложно. Возможно, но сложно. 저희가 이제 다시 헤어지게 되면은 3달 동안 한국을 못 들어와요. 3달 동안을 기다리는데 그거 너무 힘든 거예요. 우크라이나 같은 경우는 다시 초청을 해야 돼요. 초청을 하려면은 서류도 거의 한 30장? 30장의 서류가 필요하더라고요. 그걸 다 준비해서 다시 초청을 하게 됐죠. 기간이 다 돼서 보낼 때는 또 엄청 울면서 갔는데 보낼 때마다 이제 마음이 찢어지겠는 거예요. 그리고 다시 3달을 또 기다려야 되고 초청 비자를 다시 써서 다시 보냈죠. 처음만 힘들지 2번째부터는 조금 쉽더라고요. 근데 이제 저희가 생각을 했던 게 이대로는 안 되겠다. 이대로는 이렇게는 만날 수는 없을 것 같다 싶어서 2번째 왔을 때 결혼에 대해서 이야기를 했고, 그리고 이제 정말 중국에 갔을 때처럼 빠른 진행을 했죠. 바로 이제 부모님께 허락을 받고 그리고 바로 혼인신고를 했습니다. 저희가 2월 말에 우크라이나에 왔습니다. 3월 중순에 저희가 결혼식을 올렸어요. 이제 다다음 주에 한국을 다시 가는 거였는데 바이러스 때문에 아직 지금까지 우크라이나에 있습니다. Мы уже 3 месяца в Украине, на карантине. Украина закрыта на карантин, поэтому выехать мы не можем, но это уже другая история. Вот как мы поженились, вы теперь знаете. 다음에 또 봐요. 또 봐요. 또 봐요. 다음에 또 봐요. 또 봐요. 다음에 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 또 봐요.